Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Я журналист провластного издания «Московский комсомоль». Разрешите задать вам несколько удобных вопросов? Ну, вы знаете, я вообще больше привык отвечать на неудобные вопросы, но если вам удобнее задавать удобные, то задавайте, не вопрос. В смысле, задавайте вопрос. Всех сейчас беспокоит состояние Рамзана Кадырова. Вы не могли бы рассказать? О чем? О состоянии. Рамзана Кадырова? Да. Ну, а что рассказывать? Все, думаю, и так понятно. Его состояние исчисляется в миллиардах. Только за прошлый год он официально заработал 380 миллионов рублей. Да. Нет, вы не поняли. Вопрос был о его состоянии здоровья. Здоровье? А что с ним? Что-то не так? Ну, это как раз и хотелось бы у вас узнать. Просто многие пишут, что он сейчас в коме. Да? Ну так это же замечательно. Я рад за него. Простите, чему вы рады? Что он сейчас в коме? Ну, конечно, Республика Коми – это богатый край со своей уникальной историей. Если у Фазана Андатровича есть время и возможность там побывать, почему же за него не порадоваться? Вы опять не поняли, он в коме не в республике, а в больнице. В больнице? А кто вам такое сказал? Ну, ходят слухи, что он в коме. Ну, вы же понимаете, что это бред. Люди, когда в коме, они не ходят, они лежат. Нет, я согласен, можно, конечно, попробовать ходить лежа, но вы же понимаете, лежа далеко не уйдешь. А если и уйдешь, то уже вряд ли вернешься. Так вот я об этом и спрашиваю. Это правда, что главы Чеченской Республики больше нет в живых? Да вы что, типун вам на микрофон. Не знаю, откуда у вас такие сведения, но информацию такого рода нужно тщательно проверять. Вот если бы мне лично позвонил Кадыров и сказал, что он умер, я был бы уверен на 100%. Он человек слова и вряд ли стал бы меня обманывать. А так думаю, что все это похоже на очередной ИПСО. Скажите, а почему Кремль молчит о состоянии его здоровья? Ну, давайте откровенно, вопрос не по адресу. Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья кого-либо. Вы ведь не звоните в скорую помощь, чтобы узнать процент ВВП на душу населения в России, правда ведь? Это из разряда, я не знаю, вызвать на дом сантехника, чтобы узнать прогноз погоды. Или, например, обратиться в справочную ЖД вокзала, чтобы уточнить размер ноги Киркорова, понимаете? Это как минимум странно, хотя лично я так делал и не раз. Кстати, у Филиппа 43-й размер, если вам интересно. Понятно. Такой вопрос. В СМИ сообщалось, что размяк Кадыров недавно перенес сложную тяжелую операцию. Что вы можете сказать по этому поводу? Могу сказать, что переносить что-то тяжелое после операции не рекомендуется. Тем более, если она была сложной. То есть операция все-таки была? Ну, почему же была? Она и сейчас продолжается, и весьма успешно. Мы добились практически всех своих целей на Украине. Да нет, я не про СВО, а про операцию у Кадырова. А вы об этом? Ну, там тоже ничего серьезного. Это даже и операцией не назовешь. Насколько мне известно, Рамзан Мардатович отказался от своих почек, или наоборот, я не уточнял. В связи с этим он взял небольшой отпуск. Врачи заявляют, что сейчас ему нужен покой. Некоторые говорят, что, возможно, даже вечный. Но в любом случае, я думаю, ему ничего не угрожает, он под постоянным присмотром специалистов. А вы имеете в виду врачей? Нет, я имею в виду специалистов наших специальных служб, среди которых, кстати, есть и врачи. Дмитрий Сергеевич, давайте, чтобы мы не ходили вокруг да около, я просто задам вам вопрос в лоб. Давайте лучше в ухо, мне так привычней. Вы можете просто ответить, он жив или нет? Кто, Айран Кефирович? Нет, Рамзан Ахматович, жив или нет? Как человек или как политик? Как человек. Ну, я могу сказать, как человек, он хороший политик. Вы же понимаете, был бы он плохой политик, его бы уже не было, будь он даже хорошим человеком. А насколько хороший он политик у нас в стране, это решает один человек, у которого, кстати, есть еще 3 очень похожих на него человека. И вот когда этот человек окончательно решит, жив Кадыров или нет, вот тогда я вам с удовольствием и отвечу на этот вопрос. Так что приходите через неделю, может, к тому времени что-то
что-то уже прояснится.